Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. За окном у нас 10 апреля, и в Днепровском районе на Дарницкой площади сегодня у нас проходит продуктовая ярмарка. Она проходит с самого утра до самого вечера. Давайте пройдем, посмотрим, чем живет Киев, что покупают украинцы, по каким ценам и какой у нас сегодня ассортимент, потому что несусветная жара, и я хочу посмотреть, как они сохраняют мясо. Погнали! Итак, друзья, сейчас на часах у нас 3:30 вечера. Уже некоторые, в принципе, лоточники, да, магазинчики, лотки собираются. У меня, я записал себе огромнейший список овощей. Что успею, куплю, что не успею, уже забегу в магазинчик. По поводу мяса я, в принципе, еще пока сомневаюсь, потому что жара на солнце, я даже не знаю сколько, ну, наверное, градусов 35, а в тени 26, и это очень жарковато для сала, для мяса, может быть, в первой половине дня оно еще как бы держит температуру, но потом постоянно, постепенно уменьшается. Добрий день, а в яку ціну, скажіть, у вас березовий сік? 15. А чого воно це різне? Це настояний на сушині. Ага, Це просто. будь ласка. Чистий. Ну, що попробуйте, а воно не Не попробував. дам я пробувати, давайте стакан налью. Так, ще раз, будь ласка, 15 мал... Руки в мене пробуйте. Отака 15, така 40, така 110. Ага. Так, це березовий. Це настояний на сушині, це просто свіжозерний около. Ну тут смачно буде, так? Він без цукру, і то, і то. Цукор я не кладу. Угу, дякую. Только встал, сразу организовывается очередь. Это, знаете, есть теория разбитых стекол. Вот, когда на велодорожке пусто, значит пусто. Когда туда становится один автомобиль, то будет там целый ряд из автомобилей. 210. Добрый день. Так, что у нас сегодня есть? 100 грамів 210, яких 210? Кріп з перцем молозиво кілограм 230. 53 гривні. Любительський сир 260, адигейський 250. Що це з чесником? Нічого собі, бринза з чесником. Моцарелла 200. Так, а скажіть, а звичайний сир? Творог? Ну, да, 150? творог. Так, 100... Що таке? Що? Передумала. На 50, давайте вам за 50 вже. Ще 10 штук, ще 2-3 чоловіка попробує і просто її тут не буде вже. Ви самі бачите. А що передумала? Вже нагрузили. Так, 150 кілограм. Ні, мені не треба. Я зараз 120 кілограм, 110 кілограм. Якого? 120, 110. Ага. І зараз бо буду збиратись, потім буду розпаковувати. Бачите, вже А поскладала. я швидко, я швидко, туди і назад. Дякую. Це у нас сало. Добрий день, а в яку ціну, скажіть, сало, будь ласка, у вас? Оте 180, 180, 250, 250. А цей, а генеральського нема у вас? 300. Оце, да? 300. Дайте попробувати. Ні, а воно наче повинно бути, ні, тоненьке, це Це вже генеральське. останнє А, себе зрозумів, дорога. це розібрали. Так, а м'ясо, скажіть, будь ласка, що у нас тут є? В яку ціну шийок? А? Биток, в яку ціну? 170. Дякую. Что у нас еще есть по рыбке? Вот рыбка лежит. Такая сазан. Голова, ничего себе. Сом. Это сом у нас. Сазан 160 за килограмм. Балык 300. Добрый день. Целый сазан. Ага. Понял. Стейк 250, филе 280. Перец. Перец 65. Вот мне как раз надо перец будет купить. Сейчас буду обратно идти. 65. В магазине он где-то 120. Я даже не знаю. Я вчера был в магазине, поэтому не стал покупать. Помидор 70. Черри сладкий 80. Так, и редиска мне тоже нужна будет. Килограммчик. Полуниця 180 уже у нас дешевеет.
Киви 30. Это ж 30, да, гривень? Килограмм. Ага, ну вона така. Мягенька. Мне надо лучше. И авокадо 20 гривен. Ну, вот, кстати, киви, если она мягенькая, это может быть из-за того, что она просто лежала на солнце. Ну, смотрите, какая интересная штука. Чупа-чупс. Вот такая вот. Манго. А в яку ціну, підкажіть, було? 60 гривен. Класс. Надо будет попробовать или внести новую рубрику. Покупаем то, что раньше не пробовали. Капуста. Тут киви тоже 30. Капуста айсберг 50. Киви мягенькая. Клубника 180. О, вот это киви уже получше. 130 и такая жестенькая. 130 и поменьше 100. Ну, разница в 2 раза. Клубника, полуниця 180 у нас. Уже появился первый виноградик. Помидор 95. Огірки в яку ціну? 94. Редиска 45. Редиска 45, там 65, тут 45. То есть, видите, сразу отличается, буквально 10 метров проходишь и отличается по цене. Мяско. Хочу дитячий. Килограмм 160 гривен стоит такое. Такая мяско у нас стоит, сардельки 160 гривен. Тоже. И курячая рублена 170. При копчении 115 за килограмм. Сосиски. Сколько тут у нас? 642 грамма. За килограмм 115, ну, выйдет, получается, 640 грамм, ну, гривен, наверное, 60 примерно. Цветная капуста 160 гривен за килограмм. Странно, потому что я вчера видел в магазине, она уже подешевела, была 83. Добрый день, редиска 8,50 Одесса, чеснок 15. Картину. Ну, вот даже на рынке, честно говоря, разница по ценам колоссальная, огромная. Вот и если в голове не держать какие-то ценники, друзья, кто знает, что это такое, вот это вот, напишите в комментариях, даю 5 секунд на подумать. Раз, два, 3, 4, 5. Конечно же, да, это пельменница. Это готовить пельмени для того, чтобы экономить свое время. Вот такие вот телефончики. Посмотрите. Вспомнить 2000-й, да, правда, они без батареек, но я думаю, что при должном росте рук можно и это все дело починить. Добрий день, а яйця в яку ціну домашні? 60 вот эти, да, маленькие 60, Ага, эти 70. 70, понял. А картопля? По 20. По 20. Угу, дякую. Картопля 20, яйца домашние 60 и даже 70. Так. Чернослив яловый 120. Узвар, вот готовый сразу. Это чернослив 70 гривен. Я мучаюсь, покупаю отдельно груши, отдельно яблоки, отдельно сушку, отдельно чернослив, отдельно изюм. Сразу купили. И тут даже есть какая-то шиповник. Хотя изюма не вижу. Скажите, а тут без цього, без родзинок, да, без изюма? Ага. Це у нас домашні. Я зрозумів, я просто цей бачу шипшину. Яблочки от 20 до 25, в зависимости от размера и сорта. Так, что у нас по орешкам? Орех обычный 200, гарбузовая синяя 300, миндаль жареный 400, это какие-то лепестки миндальные с 35, фундук 50, 500, или 50, ну или 55 за килограмм, кешью жареный, соленый 550, обычные сыры 380, бразильский 500, арахис 120, жареный чуть дороже. Басмати 120 у нас килограмм, обычный, это пропаренный, это обычный,
110. Рис пропаренный обычно 50. Родзинки, изюм російської без кісток 160, маленький 110 гривень. Шипшина 90. Ну, это, наверное, более актуально для зимы. Орех грецкий 50 гривен. Чищенный обычно он стоит, ну, порядка где-то 120-130 гривен. Сейчас на часах 3:30, потихоньку люди собираются. Я думаю, что те, кто хотел купить, они приходят в первой половине дня. Те, кто... Хотя людей, вот посмотрите, людей еще хватает. И молодежь, и люди с кравчучками. У меня вот, видите, вот такая вот прямо торба, эко-торба. Потому что мы отказались от целлофановых пакетиков. И даже, друзья, вам скажу, в эко-торбе у меня есть вот такие вот пакетосы бесконечные, в которые можно вкладывать все, что душа пожелает. И помидоры, и огурцы, и не нужно накапливать пакет с пакетами. Купили, и год у вас в лучшем случае будет служить эти пакеты. Так, перепелиные яйца 50, добрый день, гривень. Вот в упаковочке 49, сыр Хохланд. Сыр Хохланд 435, королівський 310, традиційний 250, шостка 330, буковинський, да, мене все цікавить. А що це за сир? Пармезан. Ага. А, я побачив, думав, що це реально поряд він. А квазі є у вас яку ціну? Це витриманий чи це молодий? Ні, я знаю, як козій сир виглядає. Я просто, це молодий чи? Не знаєте? Молодий. 590. Ну це в Сирному королівстві, ну скільки він? Десь 800 я купую вам. Тут дешевий, да? 590. 630. А в мене повз проходить. Да. Добре, дякую. Так, а ця кров'яночка в яку ціну у вас? 200. Добре, дякую. Так. Салатики. О, щавель появился. А в яку ціну щавель у вас? 25 пучочек. Рукола 20 гривен. Цветочки появились тоже для любителей эстетики, для любителей красоты. Вот такие вот у нас есть цветочки. Класс. Смачні домашні. Яблочко. А бананы в яку ціну? 60 бананы, полуниця 150, редис 60, чернослив 120, узвар. Узвар. А скажіть, тут ізюма ж нема, да, я бачу? Ага. Груша, ага, яблучко. Айва. І чернослив, мабуть, да? Чернослив. 70 гривень. Це отлична ціна. Ну, я зрозумів, да. Та я просто купую окремо і думаю, чого купувати окремо, якщо є цей. Вже все готове. Шпинат 25 гривен. Иду, пока прицениваюсь. Список у меня большой. У меня там и перец, и творог, и огурцы, помидоры. Сейчас посмотрю, так запоминаю лотки, где мне нужно будет приостановиться на обратном пути. И потом уже со свободными, так сказать, руками, потому что некоторые удивляются, а что ты не покупаешь, когда идешь и снимаешь. Потом буду это все дело покупать. Сыр 130 с печи. Масло 390. Сыр нежирный, сырковая масса 115. А підкажіть, будь ласка, цей сир чи з топленого молока він якось називається? Буває? А кажуть, він жовтенький, ні? Такий повинен бути, ні? Зимой, когда Ні, ви, ну, сильно я жирний. вірю. тоді йде жовта прослойка. А, Летом зрозумів. йде менше, да. Ну він, по суті, з того ж молока. Ну, не- естественно, это пряженый в печи на Пряжений. дровах. А, о, пряжений, да.
Знімайте все. Ну, як сиркова маса, да. Такий Він жирненький. жирненький, да. А скільки в ньому жира був? Він Я такий. точно не скажу, нема такого измерителя. Це домашній сир натуральний світ. Мгм. 190 за 1 кілограм. Дуже смачно, дякую. Кстати, вот этот вот, кто у нас спрашивал в комментариях про пряженый, про сыр, вот этот творог, да, из пряженого молока, он, кстати, очень жирный. Я не знаю, если сравнивать с обычным творогом, то я даже не знаю, сколько там процентов. В обычном твороге сколько? 5, 9, ну или 0, да, там 2-3%. Тут, если сравнивать с обычным творогом, это, наверное, процентов 15, чтобы не соврать. Вот у нас весы, да, для того, чтобы вас не обвесили, и вы можете сразу тут посмотреть массу. Кто не смотрел, когда мы тут с мужичком мерили его 3-литровую банку квашеной капусты, и он был уверен на 99%, что его обвесили, потому что он в продажах там всю свою жизнь, и он пришел и очень удивился, глаза по 5 копеек, что его не обвесили. Мы с ним вот прямо стояли, разбирались с этими весами. Посмотрите ролик, оставлю ссылочку под видео, а также в всплывающей подсказочке. Грибы 40, шампиньоны у нас, гилка 100, черри 110, чумак 95, редиска 50, огірок 95. Так, надо посмотреть, что мне надо. Короче, друзья, мне надо и перец, и лук, и киви, и, смотрите, и сырки ванильные, бананы, яйца, и редиска, помидор. Короче, список такой, что не утащу. Взял рюкзак и взял сумочку з собою. От редиска. Добрий день, а можна, будь ласка, мені редис 0,5, якщо можна. Да, по півкіло. Так, а що у вас? Та ні, мені цей потрібно помідори. Так, редиска у нас куплена. 0,5 кило, чуть-чуть больше, вышло 33 гривны. Есть помидоры 40. Добрый день. Помидоры 40. Ну, такие помидоры немного подавленные. Думаю, что они не доживут. Перчик. Помидоры. Да, і він нам не довіз, бо в нас зараз на вітрині. 75 гривен. Давайте возьму помидоры. Можно взять, да? Щоб назад, я поняла, щоб завтра по 45 не продавати. Так, раз. Так, взяли помидорчики, вот такие вот. Идем дальше. Так, друзья, ищем перец и ищем лук. Ну, лук я, может быть, даже съезжу в магазинчик, потому что тут я лука, честно говоря, не сильно вижу. Ну и киви, конечно же. Так, по сладостям. Посмотрим, что у нас по сладостям. Ну, такие вот трубочки 280 за килограмм. Вы мне просили говорить цена за 100 грамм, цена или за килограмм. Творожные вот такие вот штучки 170. С изюмом 240. Крекер 250. Ну и дальше идут вот такие вот всеми любимые овсяная и пряник 99 банановый. Давайте посмотрим еще с кремом, какие у нас есть творожники или с кремом, где у нас тортики. Штрудель 350, вот такой вот. Бельгийская вафля 199. Лимонные дольки 220 за килограмм. Так, дальше идем. Так, давайте возьмем 3 штучки. Добрый день. Не-не, у меня есть, я сейчас достану. Можно взять, да? Не жарко вам тут? Сьогодні, мабуть, 30 градусів, якщо так. Ну да, це. Бо
на вулиці йдеш, то. Так, будь ласка. Ви голубчиків не хочете наробити? Да, поки що. Тримайте 60. І зараз 19 спробуємо знайти. Гривень, будь ласка. Ой, дякую. Так, прикупили перчик. Вот такие 3 симпатичные красные перчика за 79 гривен. То есть это, ну, порядка, там, не знаю, 800 грамм. Буряк. Буряк мені потрібен 2 штуки. Добрий день. На бурячок. Так, раз. 2. А цибуля в яку ціну у вас? 20. Подивіться морку, може там. Ні, подивився, не треба. Морква, дякую. О, у вас сік є березовий. Літр, що там? 20 гривень. Грибочок. Клас. На Пасху буде пити. Сьогодні, завтра. Це вода мінеральна, а це ж що? Ну я розумію, покорисно, да. Він навіть у вас цей з настоянкою якоюсь, да? А то ячмінь жарений і шиповний, що. А то заправлений, капітальніший. Клас. До літа буде лежати. До літа. Ну, лежать-то буде. Випійте, ви її в стаканчик налили сьогодні, завтра і туди-сюди. Так, хорошо. Так, це буряк і цибулю Да. кілограм, да. Зараз ми побачимо по кілограм. Ну, то що. Ну, може там трохи більше, трохи менше. Напрасно ви не хочете взяти соку, бо його немає. Дякую, дякую. Ну, Дякую. може ж чистий, розумієш, на закисає. Да, я А вірю, це я вже вірю, все, да, да. Вже все. Вже я раніше кидав барбарис, Ага. кидав і яблучка кидав. Ну, дійшов до висновку, що те саме лучше. Ячменчик і... А це де ви його територіально? Це, ну, тут десь в лісах? Як там у себе вдома там ярок такий, Ага. в низовині. І я продавав і білий, але білий вже він як молоко становиться, прокисає. А Ага. цей заправлений, він літом пить, на Пасху. Всі будуть водку пити, Мгм. а ти собі сочку стаканчик. Зрозумів. І все. Ну, бажаю, щоб у вас його зараз прийшли і розкупили. Я хотів, щоб ти взяв. Дякую, дякую. Сачок, литр, березовый сок. Вот взяли на 32 гривны 2 буряка и лучок, кило лука. 32 гривны, много это или мало? Ну, я шел, вот плюс-минус везде одинаково. Вот только что перец, да, покупал точно так же за 100. Капуста 65, помидор 45. Если цена на помидор ниже, да, среднерыночный, так назовем, то, скорее всего, он немного где-то вдавленный. Томатная паста, яйца. Ну, это, я думаю, что куплю в магазинчике. Шампиньоны, смотрите, навалено просто. Дешевые грибы 39 гривен, ну 40 гривен. Лимон тоже дешевые, но они такие уже потасканные. Лимоны тоже 30 гривен. Грейпфрут, якмет 50 гривен. Помело 49 гривен. Помело, ну, вроде целое. В магазинах оно стоит около... Да я дивлюсь, а что так дешево? 49? А, воно тут... Да, понял. Ага. Та я бачу, дякую. 49 гривен. Так, по яблочкам у нас 23, есть 19, есть 40. Вот такие вот малепусенькие. 19. Заяча мордочка на смак схожий як чемпион. Класс. Реклама двигателька торговли, как говорят. Морква, супер солодка, 19 гривен. Сейчас заеду в магазин, посмотрим, сколько там морква. Капуста, наборщик 16, буряк 20. Ну, буряк я тільки що купив за ту ж саму ціну. Так, друзья, слева по флангу у нас за моей спиной остается рынок. Мы с него постепенно, потихонечку выходим. Среда, день торговли, день продуктовая ярмарка на Дарвинской площади. Это Киев, это левый берег. Друзья, ну по традиции я уже даже не буду вам напоминать. Для того, чтобы поддержать канал, вы можете сделать 3 вещи. Вы можете, первое, оставить коммент, вы можете дать фидбэк какой-то тем самым. Второе, вы можете поставить лайк, да?
палец вверх, вподобайку, як то кажуть. И третье, вы можете подписаться. Для вас подписка это секунда времени, для меня это важная вещь для развития канала, друзья. Я прикупил, в принципе, то, что хотел. И знаете, вот единственный один из минусов, ну, может быть, единственный, не единственный, это что сложно в голове это все сплюсовать. То есть, если вы понимаете, что вы берете какую-то фиксированную сумму денег, ну, например, да, там, к примеру, взяли вы, там, не знаю, 300 гривен. Все, вы из кармана достаете и платите, и не запоминаете, и просто потом считаете, сколько вы потратили. Точно так же, как в магазине. Вы набрали, расплатились и видите, что у вас там с карты сняло там условно там те же 300 гривен. А вот так вот в одном лотке, во втором, в третьем, в четвертом, в пятом, там 30 гривен, там 12, там 13. Очень сложно как бы считать. И мне, ну, некий дискомфорт это доставляет. Что-то я купил тут, что-то я куплю в новом месте, в новом магазине. Но это видео вы уже увидите в следующий раз. Поэтому подпишитесь для того, чтобы не пропустить. А я погнал. До новых встреч, новых видосов. Всем пока.